Классная серия, полная экшена и эффектов. Эти прикольные догонялки за пламенем было забавно наблюдать, как десятки экспертов и все уровня святого борются за эту фиолетовую печать. Один схватил и тут же потерял, второй перехватил и так по кругу. Да, вся серия сплошные сражения, давненько такого не было. И наконец эссенция пламени попала в руки Сяо Яня, но и Хуньфэна тоже. Их битва была не менее интригующей. Это объединенная сила двух Сяо Яней, оригинального и его воплощения. Представьте такую мощь. В итоге Хуньфэн получил мощный духовный удар. Да, его мозги временно вышли из чата и попросили немного отдыха. Но тем не менее, особенно меня впечатлила способность Хуньфэна поглощать доуцы. И даже само пламя Сяо Яня. Это не что иное, как проявление способности небесного пламени номер 2 в рейтинге. В конце серии Сяо Янь порадовал Хуньмишена лотосом уничтожения. Было смешно услышать: лотос очищения ты не получишь, а вот лотос уничтожения пожалуйста. Что произошло далее, мы знаем из предыдущих видео. Это битва Сяо Чэня и главы Зала Душ, а потом появление старейшины клана Хунь по имени Хуньмо на пике 5-й звезды Святого. В итоге пришлось вмешаться предку башни Пилюль. Так почему же Сяо Янь передал ему фиолетовую печать с пламенем? Пламя намеренно позволило себя запечатать, заставив всех сражаться. Сяо Янь понял, что оно не было схвачено и заключено в печать. Оно просто делало вид. Если бы эссенция пламени была у Сяо Яня, то очищающее пламя лотоса в любой момент могло освободиться. Что же оно сделало бы с Сяо Янем? А в трейлере показан еще более волнительный момент. Святой очищающего лотоса вселился в Сяо Яня, и его беловолосая фигура выглядит невероятно круто. Но давайте рассмотрим по порядку. Основатель башни эликсиров не стал давать всем остальным объяснения, он просто наблюдал за фиолетовой печатью, но убедившись, что с его стороны никакой реакции не последовало, произнес негромким тоном: «Раз ты не хочешь этого сделать сам, мне придется тебя заставить». Закончив фразу, он щелкнул пальцем. Из его пальца вдруг вырвалась полоса черного цвета. Черная полоса, может, и выглядела слабой, но в пространстве образовывался вакуум, где бы она ни проходила. Она напрямую устремилась к столбу черного света. Скорость черной полосы просто поражала. Она мгновенно оказалась в 1 футе от столба черного света, но запечатанная эссенция демонического пламени вдруг яростно затряслась. Ошеломительная волна пламени вырвалась во все стороны, а столб черного света взорвался. Светло-кремовое пламя вырвалось из столба света, приобретая форму мужчины в белых одеяниях. Очищающее пламя демонического лотоса посмотрело на основателя башни эликсиров холодным и озлобленным взглядом, а затем разъяренно крикнула на него: «Старый монстр, ты вновь нарушил мои планы, ты ищешь смерти». Значит, он и вправду позволил себя запечатать. Сердца экспертов подпрыгнули от шока, когда они снова увидели того мужчину. Выражение главы Зала Душ испортилось еще сильнее. Ясно как божий день, что оно могло с легкостью вырвать из его печати, а значит, основатель башни эликсиров говорил правду. Все эксперты были в шоке, увидев, насколько легко небесное пламя вышло из печати и снова предстало в форме человека. Хуньмишен не верил своим глазам. Очищающее пламя лотоса позволило себя запечатать, чтобы эксперты начали воевать друг против друга. Его хитрость оказалась совершенно на другом уровне. Оно крайне жестоко. Если позволить ему войти на центральные равнины, то на пути останутся одни лишь разрушения. Именно поэтому святой очищающего лотоса, прежний его хозяин, предпочел запечатать его, когда достиг конца своей жизни. Поэтому предок башни Пилюль тоже не мог позволить сейчас уйти этому пламени. В ярости очищающее пламя поведало свою историю. Я следовал за своим хозяином не 1000 лет. Я помогал ему, но его не заботили мои усилия, поэтому он запечатал меня. Но в итоге он сам пострадал от моей отдачи. Это мое возмездие. Кроме того, сумею ли я отсюда выбраться, решать не тебе. Даже если ты сейчас прорвался на уровень Святого 6 звезд, этого недостаточно, чтобы остановить меня. Предок башни эликсиров тихо вздохнул и посмотрел на старика Хуньмо. В его взгляде читалась просьба о помощи, чтобы вдвоем сразиться с ним. Ведь Хуньмо и предок башни Пилюль были сильнейшими здесь. Что же ответил старик Хуньмо? Старый монстр Пилюля. Ты должен сражаться с ним в одиночку.
если хочешь с ним разобраться. Клан Хунь совершенно не заботится о разрушении центральных равнин. Нам будет гораздо проще захватить его, как только он выберется из этого пространства. Старик Хуньмо был хитер, он просто рассчитывал и ждал, когда основатель башни эликсиров и очищающее пламя начнут сражение, а потом воспользоваться преимуществом. Молодой пастух не был удивлен. Сяо Янь спросил, сложив ладони, может ли он как-то помочь. К сожалению, очищающее пламя лотоса невероятно могущественно. Никто из вас не сможет помочь. Покачал головой основатель башни пилюль. Он выпрыгнул со спины быка и появился уже напротив пламени. В этом пространстве очищающее пламя было запечатано своим хозяином 1000 лет. Эту печать святого не просто сломать, но пламя воспользовалось мировой волной, чтобы вызвать разрыв в пространстве и частично открыть проход. Тем не менее, печать сама себя залатает, как только мировая волна пропадет. Цель предка башни пилюль была проста – задержать пламя, чтобы оно не смогло отсюда уйти. И далее началась новая, куда более страшная битва между святыми 6 звезд. Это уже совершенно другой уровень. Очищающее пламя лотоса явило гиганта. Оно смотрело на муравьев с высоты, а далее замахнулось рукой и ударило в сторону основателя башни эликсиров. Все эксперты тут же побледнели, стоило им ощутить мощь удара. Будь то Цзиянь или Гунанхай, любой бы из них обратился в пыль от такого удара. Основатель башни пилюль оставался в воздухе и смотрел на приближающийся удар кулака. Он раскрыл рот, извергая золотой свет. Свет превратился в огромный купол, что окутал все небо. Небесное слияние пилюли. Молодой пастух поднял палец, из которого высочилась эссенция крови. В результате грудь гиганта начала плавиться. Старик Хуньмо с серьезным выражением наблюдал за ходом боя. Способности предка башни пилюль становятся все более ужасающими. Он даже способен плавить демоническое пламя. Очищающее пламя лотоса разозлилось. У любого вещества в этом мире имелась слабость или злейший враг. Настоящая форма основателя башни эликсиров заключалась в медицинской пилюле. При обычных условиях он должен опасаться такого мощного пламени. Но чем выше становилась сила юноши, тем сильнее он мутировал. В мутации включались эффекты по подавлению слабости к огню. Именно то подавление и оказывало огромное давление на очищающее пламя лотоса. Любое живое существо будет очищено мной. Твоя истинная форма представляет пилюлю. Я хочу посмотреть, во что ты обратишься, когда я очищу тебя. Очищающее пламя окутало всю область пространства. Древний массив небесного очищения, явись! В небе возник огненный массив. Бесконечная магма начала бурлить. Вскоре на ее поверхности начала формироваться громадная формация. Выражения как основателя башни эликсиров, так и старика Хуньмо значительно поменялись, как только они увидели две формации одну поверх другой. Никто явно не ожидал такого. Это была та же самая запечатывающая формация, которую святой очищающего лотоса поставил здесь. За прошедшие 1000 лет пламя смогло изучить ее и даже повторить. Кто теперь сумеет сдержать его внутри этого пространства? Весьма проблемно. Эксперты задержали дыхание, рассматривая огромные формации. Данные формации во много раз превосходили массив головы Заладуш. Цзиянь и остальные эксперты ощутили, что как только они высвободят хоть талику энергии, то здесь умрут. Пока все испытывали шок, Сяо Янь коснулся ладонью своего лба. Тот загадочный сгусток света резко задрожал, словно что-то вот-вот должно пробудиться. Старик Хуньмо и все эксперты решили бежать. Они уставились на тот самый пространственный тоннель. Через него можно было попасть на центральные равнины. «Быстрее, бежим!» – завопил старик Хуньмо. Он первым же и понесся в сторону пространственного тоннеля. Хунь-Мишень сжал зубы и последовал за ним. Даже эксперт уровня старика Хуньмо бежал что есть мочи, а значит данный массив и вправду жутко опасен. Старейшины и эксперты других древних кланов поступили так же, хотя привлекательность очищающего пламени лотоса просто невероятна. Но для того нужно суметь сохранить жизнь. Гусюнер с их группой смотрели, как люди сбегают. Они повернулись в сторону Сяо Яня, но на его лице наблюдались легкие следы боли. «Сяо Янь, что случилось?» – закричала Гусюнер. «Мы тоже должны уходить». Сяо Янь сжал зубы. Его разум горел, из-за чего он ощущал жуткие головные боли. Он сумел прочувствовать невероятную силу разрушения.
Как только она вырвется наружу, все живое обратится в пыль. Ха-ха, слишком поздно. Я очищу всех вас и сделаю своими рабами. Только Сяо Янь успел что-то сделать, как очищающее пламя надавило пальцем на пространство. Огромный столб магмы вырвался из-под массива и поразил пространственный тоннель, разрывая на кусочки. В момент разрушения тоннеля старик Хуньмо застыл прямо перед ним. Он не успел, как и все остальные. Очищающее пламя не намеревалось отпускать их. «Что нам делать?» – Мура спросил глава Заладуш. «Откуда мне знать?» Данное пространство было построено святым очищающего лотоса. Говорилось, что в свою эру он ближе всех обладал могуществом бога. Никто на континенте не сумеет прорваться сюда, если не пройдет через тот пространственный тоннель. «Не так-то просто будет убить нас!» – холодно рассмеялся старик Хуньмо. Он посмотрел в сторону основателя башни эликсиров. «Почему бы нам не объединиться? Сейчас демоническое пламя управляет массивом, и даже ты не сумеешь совладать с ним в одиночку. Древняя небесная формация очищения подразделяется на небо и землю. Я возьмусь за небесную, а землю оставлю на тебя», — ответил предок. Не было времени спорить. «Хорошо. Сяо Чэнь, малышка древний дракон пустоты, Гунаньхай, вы все нападете со мной и поможете разрушить небесный массив», — закричал основатель башни эликсиров. Да, не было времени на разговоры. Тоннель был уничтожен, выхода нет. Если они не сразятся, то все превратятся в рабов пламени. Старик Хуньмо также взял себе на помощь некоторых экспертов уровня святых 4 звезд. На кону были жизни всех. Пламя лотоса показало свою истинную силу. Оказалось, что оно могло управлять той самой формацией, что установил святой очищающего лотоса. Представьте эту силу святого, что был в шаге от Доуди. Предок башни Пилюль на 6-й звезде и глава Заладуш действовали сообща, ведь на кону стояли жизни всех в пространстве. Пламя лотоса очищения взбесилось. Очищение! Ужасные атаки двигались к группе Сяо Яня и группе главы Заладуш. С неба очищающее пламя лотоса наблюдало, как пламя расходится на сотни километров от места столкновения. Он громко рассмеялся. Теперь никто не сможет его остановить. «Святой очищающего лотоса, ты думал, что уничтожишь меня таким образом? Я божественное создание, и меня защищает мир!» Очищающее пламя лотоса обезумело. Оно, наконец, сумеет сбежать спустя 1000 лет заточения. Однако его смех резко прервался. «Еще живы? Как?» Светло-кремовое пламя в небе побледнело, увидев небольшой барьер света. Сяо Янь стоял в самом его центре. Основатель башни эликсиров, эксперты Заладуш и остальные не получили никаких повреждений или серьезных ран. Барьер света смог заблокировать атаку святого 6 звезд. Что-то странное произошло с Сяо Янем. Пока остальные были в замешательстве, Гусюнер повернулась в сторону Сяо Яня, который как будто потерял сознание. Однако из его тела исходил тусклый свет, и приобрел он очертания иллюзорной формы, напоминая само пламя. «Это не очищающее пламя лотоса. Это святое очищающего лотоса!» Основатель башни эликсиров ошарашенными глазами уставился на Сяо Яня. Почему вдруг этот всемогущий эксперт, который, по слухам, погиб несколько тысяч лет назад, вдруг появился поверх Сяо Яня и овладел его телом? Сяо Янь, глаза которого были закрыты, вдруг задрожал. В следующий миг он открыл глаза, но его зрачки поменяли свой цвет на светло-кремовый. Он осмотрел всех присутствующих людей. На кого бы он ни смотрел, все испытывали ощущение поклониться ему. Святой очищающего лотоса был известен тем, что наиболее близко приблизился к уровню бога. Кто бы подумал, что он вновь проявит себя и вселится в Сяо Яня. Конечно, это было связано с древней картой, что нашел Сяо Янь и собрал все ее фрагменты. Она связывала Сяо Яня со святым очищающего лотоса. Раз он вмешался и спас всех, значит, его цель связана с очищающим пламенем лотоса, ответил основатель башни эликсиров. Сяо Янь, телом которого завладел святой очищающего лотоса, махнул рукавом, и барьер вокруг них исчез. Его глаза встретились с глазами пламени. Оно было удивлено не меньше, чем все эксперты. «Святой хозяин, как такое возможно? Почему ты до сих пор жив?» На что последовал ответ. «Видимо, ты так и не сумел унять свою ярость.
спустя столько времени заключения. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.